Всем привет! С вами снова IG Daily. Всем привет! В конце прошлого года в нашем заключительном видео мы говорили вам, что будем делиться в новом 2026 году с вами темами, также которые нам интересны. И вот мы решили начать, так сказать, новую тему, а именно тему денежного мышления, такое сейчас популярное. Но мы здесь не будем говорить о том, как думать и богатеть, или о том, что нужно произносить аффирмации перед зеркалом, и вы непременно станете богатыми, или рисовать карту желаний. Нет, мы здесь рассмотрим данную тему с позиции нейробиологии, а точнее о том, как работает наш мозг. Совсем недавно я слушала подкаст, очень интересный по поводу как раз-таки денежного мышления, с той стороны, как работает наш мозг, и подумала, что здорово было бы перенести эти два типа мышления на иммиграцию, на ту тему, о которой мы с вами уже больше года как раз-таки и общаемся. Итак, начнем. Да, но тема не только для иммиграции, а в целом она подходит для всех людей и для всех состояний, можно сказать. Да, вы ведь наверняка замечали, что те, кто в данном случае, допустим, в эмиграции, те, кто приезжает, одни почему-то через пару лет быстренько растут, зарабатывают хорошие деньги, покупают себе новые машины, меняют квартиры и так далее, а кто-то продолжает жить на минималках. Хотя, возможно, изначальные условия у всех были одинаковые. Все переехали в новую страну, допустим, без языка, с каким-нибудь средним английским и так далее. И почему же так происходит? Почему одним удается, а другим нет? Вот об этом мы как раз сегодня и поговорим. Ты замечал такие примеры? Ну да, люди, которые приезжают, даже приехали намного позже, чем мы. Некоторые открывают свои бизнесы, и эти бизнесы довольно успешные. Ну, как уже и рассказала, это зависит от вашего мышления, насколько глубоко в кроличью нору готовы вы нырнуть, скажем так. И от этого, конечно, будет зависеть ваш успех. Итак, исследования поведенческой экономии показывают, что наш мозг в 2,5 раза больше имеет страх потерять, чем желание заработать. Вы представляете? То есть он изначально у нас запрограммирован на то, чтобы где-то экономить, не рисковать, не высовываться, чем желание получить какую-нибудь дополнительную прибыль и рисковать. Это вполне обосновано. Изначально, конечно же, это все, можно сказать, программируется еще в нашем детстве. Поэтому очень многое зависит от того, в какой семье, в какой стране вы выросли, какие модели поведения были в вашем детстве. И, конечно же, у многих из нас, кто приехал из восточноевропейских стран, у нас у всех детство было не самое богатая, скажем так, вот, и поэтому в наших семьях часто был дефицит, например, как и в стране тогда, и поэтому у нас и модель поведения была прежде всего направлена на сохранение наших ресурсов. На выживание. На выживание в прямом смысле, да, и так работает наш мозг. Есть две основные модели поведения нашего мозга. Первая, конечно же, модель поведения, как мы уже сказали, это модель ограничения. То есть, когда у вас ограничены какие-то ресурсы, опасная среда, и ваш мозг говорит: нет, нам нужно экономить свои силы, мы не знаем, что нас ждет. У нас тогда мышление достаточно узкое, прямолинейное, мы не смотрим по сторонам, мы смотрим вот только на себя, на свой путь. Так, здесь нам надо сэкономить, чтобы выжить. Если мы здесь рискуем, это, наверное, может нам плохо сказаться, мы не умеем права так рисковать, поэтому нет, вот лучше живем как есть, не высовываемся и ничего нового не пробуем. Да, эта модель, кстати, может, скорее всего, подходить к вашим родителям. И, в принципе, родителям, которые все выросли в странах бывшего СССР. И, скорее всего, они, да, будут жить в достатке. И этот достаток они, можно сказать, распределяют на всю жизнь. Вот они в одинаковом ключе живут уже на протяжении 30-40 лет. И в их жизни абсолютно ничего не меняется. И у них ничего не будет меняться, даже если наступит, наверное, апокалипсис какой-то. Они просто настолько уже сохранили, и меня так учили, моя мама меня учила, что надо всегда жить как бы с запасом. И теперь я это тоже использую, но и стараюсь все-таки переходить свои рамки и выходить за комфортную зону.
Это так называемая модель дефицита. И что мы видим в эмиграции? Эмиграция — это прежде всего стресс, конечно же. Стресс всего нового, стресс неизвестного, не знаешь, что тебя ждет, другой язык. И в этом случае мозг как раз-таки в первую очередь хочет включить вот этот режим дефицита, что нет, сначала мы должны сберечься, мы должны остаться в живых, скажем так. Поэтому мы не рискуем, мы вот живем в своем таком уголке, не высовываемся, а дальше мы посмотрим, что будет. И поэтому, особенно в первые годы эмиграции, очень сложно выбраться из такого способа мышления, да? Но есть хорошая новость, есть другой способ мышления. Это так называемое мышление изобилия. Когда же она начинает действовать? В первую очередь, когда, естественно, снижается уровень вашего стресса, и ваш мозг начинает уже искать возможности. Можно здесь попробовать, тут рискнуть, там попросить повышения зарплаты, туда переехать, например. А что будет, если я вот это сделаю? И тогда вы смотрите уже не узко и прямо, вы смотрите по сторонам, и вы видите возможности. И, конечно же, эти возможности тоже приносят свой результат. Вы ведь наверняка также замечали очень часто, когда кто-нибудь растет по карьерной лестнице, у кого-то что-то лучше получается, хотя исходные данные у него-то абсолютно не лучше намного, чем у вас. Человек может быть совсем не умнее вас, у него может быть абсолютно не лучшее образование, еще что-то, но он растет, а вы почему-то нет. А все потому, что он не боится, он рискует, у него другая модель мышления, которая смотрит по сторонам, ищет возможности. И поэтому очень сильно влияет, как я уже сказала, не первоначальная ситуация, а то, как думает ваш мозг. В пример можно привести знаменитых YouTube-блогеров, например, того же Мистер Биста. У него есть материал отснятый, который стоил очень много миллионов долларов и который не поступит никогда в финал, в то, что люди его посмотрят, потому что якобы он не на том уровне, на котором они сегодня привыкли снимать. Также кто знает, может, Жекича Дубровского, у которого уже тоже там больше 5 миллионов подписчиков на YouTube. И он тоже никогда не останавливается, он постоянно, одна тема не пошла, он быстро закинул ее, перешел на другую. Пошла, хорошо, не пошла, на третью, на четвертую, на пятую. И постоянно он может вкладывать деньги и не бояться их потерять. То есть, когда вы так делаете, вы можете несколько раз попробовать, но для этого, конечно, нужны свободные финансы, как уже сказала Ира, которые вы не будете бояться потерять. Все верно. И что еще я бы хотела отметить. Сейчас очень популярно, например, мнение, что нужно строить личный бренд. Многие хотят развивать также свои YouTube-каналы, другие социальные сети, выходить, так сказать, в люди, можно сказать, быть узнаваемыми и так далее. Но почему у одних это работает, а у других никак не получается, да? Потому что недостаточно пройти какие-нибудь курсы, например, как построить свой личный бренд, если вы все еще находитесь в этом состоянии постоянного стресса, экономии ресурсов, потому что сам ваш мозг будет вас ограничивать. Он будет вам искать какие-нибудь причины, что «О, нет, сегодня у меня нет времени там видео снять, у меня там еще плохое качество на камере, у меня нет профессионального монтажера, нет профессионального оператора, я еще недостоин, куда я поеду, куда уже все эта ниша вся переполнена, куда я со своими знаниями туда собираюсь снова вливаться, уже все давно занято, я опоздал и поздно начинать снимать». А другой просто начинает и снимает, потому что его мозг говорит: ну ладно, мы попробуем, не получится в этот раз, делаем что-нибудь другое. Возможно, он попробует 10 раз, у него 9 не получится, на 10 получится. А у другого, кто будет жить в состоянии экономии своих ресурсов, будет бояться, он не попробует ни разу, и ни разу у него не получится. В этом основное отличие. Поэтому нужно обязательно пробовать, нужно стараться настраивать свой мозг, выходить из этого состояния дефицита. И в этом как раз-таки хорошая новость, что эти два состояния, они не перманентные. Вы можете переходить, так сказать, из одного состояния в другое. Конечно же, в первом состоянии не всем очень хочется находиться, да, но эмиграция — это все-таки стресс, это тяжелая ситуация, и
сама жизнь нелегкая, скажем так, что в эмиграции, что не в эмиграции. Поэтому, конечно же, каждый из нас периодически находится в состоянии стрессов. На работе, по семейным каким-то причинам, по личным, возможно. Но здесь очень важно отслеживать это состояние и уметь быстро из него выходить, потому что это не ресурсное состояние. И когда вы выходите в другую модель, вы начинаете видеть для себя перспективы, возможности, вы начинаете действовать, и результат не заставит себя ждать. Да, сейчас тебе сразу напишут в комментариях, а что есть другое состояние, кроме состояния стресса? Да, есть. Да, будет состояние. Но, как я уже говорил, мы немножко это все свяжем с нашей жизнью и покажем это как пример, скажем так. На самом деле мы много чего тоже пробуем, и помимо того, что мы начали там YouTube и параллельно Instagram, еще что-то, мы занимаемся еще в других нишах, про которые мы, может быть, когда-нибудь расскажем, а может и нет, потому что некоторые были успешные, некоторые не очень, поэтому можно сказать, что да, мы постоянно в состоянии поиска и в состоянии, да, таких же инвестиций куда-либо. Ну, какие-то работают, какие-то, как я уже сказал, нет. Например, наш переезд все-таки был план с новой работой, да, и это была цель найти работу в Швейцарии. Конечно, была цель работу найти для 2 человек, вот, то есть Ира нашла. И сразу я могу сказать, что оно все равно того стоило. По одной простой причине, даже по сумме, например, зарплаты. То есть человек на данный момент может зарабатывать один, как раньше мы 2, скажем так. И это был принцип и основная цель нашего переезда с севера на юг Германии. Это было супер сложно. Мы вышли из всех зон комфорта. Вы можете себе представить, у вас есть какая-то оболочка, ваша жизнь. У вас вокруг нет никаких проблем. Никаких, нет, я имею в виду никаких экстренных ситуаций, да, как другие люди из других стран переезжают. То есть вы берете все свои вещи, берете фургон, берете там машину, прицеп. Берете младенца, ребенка, детей там своих. Бросайте родственников, бросайте друзей, работы, 2 работы, ложите это все в этот фургон, в эти 2 машины и уезжаете просто в никуда с одной мечтой, с одной целью. В город, в котором вы были 1 раз 2 дня всего. Да. Если, конечно, человек готов на такое, да, то можно сказать, что судьба вознаграждает таких. Если вы, конечно, к такому не готовы, если вы боитесь эмиграции или не можете вот так вот все время найти себя, находитесь в состоянии стресса, то, конечно, вам лучше таким не заниматься, жить в своем, сказать, коконе. Бабле. Да, и, наверное, вы будете так дальше жить, и вам будет комфортно, вы будете дальше встречаться со своими друзьями, своими родственниками. Но когда-то у нас тоже так было, просто это когда-то превращается в такую однородную массу, которую вы уже много раз пережевывали, проходили. Все праздники становятся одинаковыми, все места в округе 500 километров вы уже посмотрели интересные, а на другие у вас там нет времени ехать. И поэтому мы решились на такое. И, как я уже сказал, оно того стоило, и было сложно, но оно того стоило. Да, И любой риск приносит все равно в итоге свои результаты. Но он должен быть, конечно же, взвешенным. В нашем случае риск тоже был большой. Мы искали работу дольше, чем планировали, например. Но все равно оно окупается. Да. И мне очень нравится такое определение удачи. Может кто-то сказать, тебе повезло там найти работу в Цюрихе, да? Конечно, когда ты знаешь весь этот путь, который к этому прошел, тут это что угодно, но точно не везение. Вот. И есть такое определение везения, это когда твоя подготовка встречается с возможностями. Допустим, как выиграть в лотерею, да? Ты
Ты не можешь просто так выиграть в лотерею. Во-первых, ты должен как минимум купить лотерейный билет. Ты что-то должен сделать навстречу этому, да? И потом должна произойти возможность, что выпали твои цифры, например. Но опять же, если ты не умеешь распоряжаться этими деньгами, выигрышем, который тебе выпал, то очень часто через какой-то промежуток времени, через год, ты останешься на том же месте, на котором был до этого. Есть очень много примеров, да, этих миллионеров, которые выиграли в лотерею, и потом показывают, что спустя 2 года, к сожалению, большинство из них снова работают либо дворниками, либо еще на обычной работе, как и до этого. И выигрыш в лотерею не принес им какой-то абсолютно новой жизни. Почему? Потому что они не были к ней готовы. Поэтому очень важно, если вы к чему-то стремитесь, готовьтесь к этому, будьте готовы, улучшайте, повышайте свою квалификацию, знания и так далее. И тогда, когда у вас выпадет возможность проявить себя, показать себя, вы уже будете готовы к новой должности, к новому месту и так далее. И тогда у вас точно все получится. И тогда другие скажут, что вам повезло, но вы будете знать, что это далеко не так. Вы просто были к этому готовы. Да. Ну и, как говорится, Бог дает нам только такую ношу, которую мы можем унести. Поэтому вы получите то, что вы заслуживаете, и то, к чему вы готовы. То есть, если вы еще к этому не готовы, то, наверное, еще не пришло время. Либо вы просто упустите свой шанс. Вы будете не готовы, вам предоставится какая-то возможность, но вы не дотягиваете до нее, потому что вы не готовились, считали, что вы еще недостойны, вам еще не пора или еще что-нибудь. Есть всегда очень много отговорок каких-то, и вы просто не сможете использовать эту возможность. Вот. Если вам понравилась эта тема, в следующих видео мы вам можем рассказать, какие есть способы, возможно, повышения дохода при использовании как раз-таки второй модели поведения. Если вам, конечно же, это интересно. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики вот здесь внизу. И пишите в комментариях, какие у вас были случаи, когда вы выходили из зоны комфорта, и у вас все получалось, и вы приходили к успеху. Если у вас же были неудачи, тоже их пишите. Мы с удовольствием читаем ваши комментарии. Всем спасибо! Пока, до следующего выпуска.